Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. А у меня каждый день пересадки орхидей. Понемножку пересаживаю. И сегодня я буду пересаживать орхидею Stellenbosch бабочка. Она отцвела. Я срезала ей цветоносы. И несмотря на то, что она собралась в ближайшее время цвести, она пробудила спящие почки. Я постараюсь аккуратно пересадить ее методом перевалки, чтобы она не почувствовала пересадки и не стрессанула. Для посадки я возьму горшок побольше, внутренний, чтобы у нее было место для роста корней. В данный момент она в горшке, в стандартном, в котором продают орхидеи. Вот я прикупила горшок побольше, 1,4 литра. Покупной горшок уже стал маленький для этой орхидейки. Она у нас уже дама взрослая, нарастила много корней в горшке, обросла листьями, так что ей нужны уже условия более комфортные для ее проживания и более влажные, потому что орхидейка очень быстро пересыхает. Для начала мне необходимо извлечь орхидею из старого горшка. Для этого я придерживаю ее за стволик и, надавливая на стенки горшка, пошатывая, пытаюсь вытащить орхидею, но пока у меня ничего не получается. Придется разрезать горшок. Боюсь поломать стволик или корни у орхидеи. Выбираю место, где нет корней, и режу горшочек. Так, теперь должно лучше пойти дело. Пошатываю орхидею из стороны в сторону. У меня тут еще и корни. Так, еще где-нибудь разрежем. Все, получилось достать орхидею практически без потерь. Вот что у нас получилось. Вытащили орхидейку из горшочка. Корни в идеальном состоянии. Испорченных нет. Немножко корней мы потеряли. Но это ничего страшного, это совсем чуть-чуть. И сейчас места, где корни обломаны, я прокапаю перекисью водорода и приступим к посадке. На дно горшка я положу кокосовое волокно для аэрации.
И погружаем нашу орхидею в горшок. Видите, горшок ей подходит. Между корневым комом и горшком примерно 2 сантиметра, что позволит корням далее дышать и расти. Место будет для роста корней. Решила я сначала новую кору засыпать, а старую сверху, чтобы верх горшка не так быстро пересыхал, а низ кладу крупную, чтобы побыстрее просыхал, чтобы лучше была вентиляция воздуха. Я отодвигаю в сторону орхидею, чтобы кора просыпалась во все пустоты. И сверху я насыплю мелкую кору из старой посадки, чтобы заселить ее же микрофлору. И осталось увлажнить мох для того, чтобы положить его в верхнюю часть горшка. И хочу рассказать вам, пока обкладываю горшок мхом, как я буду поливать орхидейку. Я ее буду поливать примерно через сутки, потому что у нее повредились корни. Сейчас ни в коем случае поливать нельзя, потому что можно занести инфекцию орхидеи. Поливать я буду ее через сутки методом замачивания. Так как у нее нет торфяного стаканчика, поставлю орхидею в кашпо и примерно до сих пор буду замачивать орхидею в воде. Оставлю ее погруженной в воду примерно на полчаса. Потом солью всю воду и поставлю орхидею обратно в пустое кашпо.
Еще, так как я не разбирала корневой ком у орхидеи, корни не видны по стенкам горшка. Первое время, пока орхидея не нарастит эти корни. Как я буду ее поливать, как я буду ориентироваться? Обычно же мы смотрим, если корни серые, значит пора поливать. Если зеленые, значит еще рано поливать. А так как у орхидеи не видны корни, вот совсем немножечко видно, я буду ее поднимать. Вот я запомнила, какая она легкая. И потом, когда полью ее, кора наполнится влагой, я ее опять подниму, запомню этот вес и буду отталкиваться, когда поливать орхидею, а когда еще рано. Буду ориентироваться по весу горшка для полива. Если горшок станет легким, соответственно, пора поливать. Ну и немного корней все-таки видно. По цвету корней я тоже буду ориентироваться. Если зеленые, значит еще полив не нужен. Если серые, как сейчас, значит необходимо полить орхидею. Давайте покажу вам, что у меня получилось. Теперь орхидейка выглядит таким образом. Теперь в горшочке у орхидеи есть место для наращивания новых корней. И она не будет так быстро пересыхать. Естественно, первое время я буду поливать ее методом замачивания, пока кора не напитается влагой и не будет насыщать корни орхидеи. А потом кора будет влагоемкой, будет держать влагу и будет насыщать корни орхидеи необходимой ей влагой. И все, дорогие друзья. До скорой встречи. Пока-пока.